Всем привет, друзья! Не прошло и 10 дней, как я снова с вами. Хочется выкладывать видео почаще, но, к сожалению, в последнее время не получается. Сегодня рецепт на скорую руку, и пеку я мраморный кекс. У нас в Германии он называется Marmorkuchen. Он очень популярен, его можно купить в любой кондитерской. В каждой кондитерской я вам скажу свой вкус. Богатый, насыщенный, сочный. Или вот как сегодня мы пекем такой легкий, воздушный. Этот кекс очень легко заходит, и его хочется кушать снова и снова. Я уже на своем канале готовила классику, и давайте приготовим еще один из вариантов. Кекс на основе сдобного теста. Готовится он быстро и просто. Для приготовления этого кекса нам понадобятся продукты комнатной температуры. 4 средних яйца. Размер средних яиц у нас называется М. Добавляю сюда чайную ложку розовой соли. Если соль йодированная, значит пол чайной ложки. 3 пакетика ванильного сахара, в пакетике 8 грамм. 250 грамм мелкокристаллического сахара. И все это нужно будет хорошенько взбить. Яично-сахарную смесь взбивала где-то около 3 минут. Посмотрите, она увеличилась в размере, стала такой пышной, воздушной, побелела. Кристаллы сахара, соли и ванильного сахара хорошо растворились. Теперь добавляю сюда 140 мл растительного масла без запаха и продолжаю взбивать. Теперь добавляю сюда сметану 24% жирности в количестве 300 грамм. Сметана тоже комнатной температуры. Я ее заранее вынула из холодильника. Как только все продукты хорошо соединились, высыпаю сюда 360 грамм муки. Мука заранее просеянная. Поверх муки высыпаю пакетик разрыхлителя. В пакетике 16 грамм. И замешиваю тесто. Это можно сделать с помощью силиконовой лопатки или с помощью миксера. Сначала вымешиваю просто так, чтобы мука не распылилась по всей кухне. А теперь можно включить миксер. Вот, смотрите, со стеночек тоже можно все хорошенько собрать, чтобы тесто было однородным по консистенции. С этим тестом можно шибко не торопиться, это не бисквит, оно все равно хорошо поднимется. И теперь тесто нам нужно будет поделить на 2 части. Одна часть теста будет просто белая, а другая шоколадная. Для шоколадного теста нам
где-то понадобится около 30% теста. 70 белого и 30 приблизительно шоколадного. Шоколадное тесто просеиваю 50 грамм какао. Я это делаю для того, чтобы тесто шоколадное было однородным, потому что какао, оно как-то собирается в комки и потом неравномерно распределяется по тесту. И добавляю сюда 100 грамм сметаны. Сметана 24% жирности. Можете добавить сюда столовую ложку сахарной пудры, но я этого делать не буду. Мне нравятся такие в меру сладкие пироги. Все хорошо перемешиваю. Тесто по вкусу получается такое насыщенное, очень шоколадное, ароматное. Выбирайте какао хорошего качества. Любителям шоколада этот пирог уж точно понравится. Все, видите, как все быстренько вмешалось. Вот такое тесто получается, оно тяжелое, лениво спадает с лопатки. Белое тесто, оно намного нежнее. И теперь нам нужно будет собрать пирог. Пирог буду выпекать в прямоугольной форме. Размеры формы опишу внизу под видео. Дно формы застелила пекарской бумагой, борта смазала сливочным маслом и присыпала сухарями. Можно вместо сухарей использовать муку. Можно и вообще ничем не присыпать, если у вас хорошая форма. Этот пирог можно испечь также в кольцеобразной форме диаметром 28 сантиметров или просто в круглой форме диаметром 28 сантиметров. Вкус пирога от этого не изменится. Форма на ваш вкус, по вашему желанию. Формовка пирога очень простая. Я беру столовую ложку белого теста. Поверх белого теста укладываю шоколадное тесто. И вот так вот буду поступать, пока не закончится все тесто. Белое тесто прям такое нежное. Можно и по 2 ложки белого теста брать, так как его больше, чем шоколадного. Чуть-чуть формочку вот так потрясем, чтобы тесто равномерно распределилось. И теперь с помощью китайской палочки можно будет сделать рисунок. Вот так у меня получается. Теперь пирог отправляем в заранее разогретую духовку на 175 градусов. Я пеку где-то около 1 часа
10 минут. Обращайте внимание на особенности своей духовки и готовность пирога проверяйте с помощью деревянной шпажки. Если шпажка выходит сухая, значит пирог готов. Пирог готов. Посмотрите, вот какой он у нас получился. Вот эта вот трещина посередине пирога, это знак того, что пирог удался на славу. Мраморные настоящие кексы, они вот такие и должны получаться, с трещиной посередине. Готовность пирога я проверяла на деревянную шпажку. Пекла я его при температуре 175 градусов 1 час 10 минут. Вот шпажка выходит сухая. У нас сейчас ночь. И я вот на всю ночь оставлю пирог остывать и стабилизироваться. И утром покажу вам, как он выглядит в разрезе. Вот, посмотрите, бока пирога тоже отлично подзолотились. Румяный пирог. Кекс остыл. Для того, чтобы он долго оставался свежим при хранении, я его заглазирую шоколадом. Можно также приготовить помадку или просто посыпать сахарной пудрой. Я использую молочный шоколад. Глазурь отлично застыла. Вот что в итоге у нас получилось. Посмотрите, кекс красиво смотрится в разрезе. Очень ароматный. Если, к примеру, этот кекс заглазировать, дать глазури хорошенько высохнуть и отправить в закрытый бокс на 2-3 дня, то кекс становится еще ароматнее. Он созревает, и его вкусы будут намного насыщеннее. И сейчас он потрясающий, рыхлый, мягкий, с легкой кислинкой сметаны и приятным контрастом вкусов. Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.